Что бы вы сделали, если бы обнаружили в своем доме наемного убийцу и поняли, что именно вас он пришел убить? Сьюзан Кунхаузен не позвонила в полицию и не убежала. Она задушила его голыми руками, а потом выяснилось, что заказчиком был ее собственный муж. История случилась в Портленде, штат Орегон, в 2006 и перевернула жизни всех, кто в ней участвовал. Сентябрь 2006-го. Сьюзан Кунхаузен вернулась домой после долгой смены в больнице. Ей 51 год, она медсестра с 20-летним стажем, рост 1,68 м, вес около 100 килограммов. Крупная, физически сильная женщина, привыкшая поднимать лежачих пациентов и работать на ногах по 12 часов подряд. Дом в тихом районе Портленда, одноэтажный, деревянный, с небольшим садом. Брак давно трещал по швам, Кук был известен соседям как человек с тяжелым характером, а сама Сьюзан незадолго до этого подала на развод. Они жили под одной крышей, но фактически уже как чужие люди. В тот вечер Кук отсутствовал. Сьюзан жила здесь с мужем Майклом Куком уже несколько лет. Сьюзан зашла в дом, поставила сумку, прошла в спальню. Именно там она услышала звук. Не скрип половицы и не шум с улицы. Движение внутри комнаты. Кто-то был в доме. Эдвард Хэтфилд, 59 лет, бывший уголовник с судимостями за кражи и нападения. Из темноты на нее бросился мужчина. В руке молоток. Он ударил ее по голове. Удар пришелся вскользь, недостаточно сильный, чтобы вывести ее из строя. Сьюзан не упала. То, что произошло дальше, следователи потом назвали одним из самых необычных случаев самообороны в истории штата Орегон. Сьюзан не побежала к двери. Она схватила нападавшего и вступила с ним в борьбу. Она знала, где давить, как держать, как не дать человеку вырваться. Схватка длилась несколько минут. Сьюзан прижала Хэтфилда к полу и сдавила ему горло. Он потерял сознание и больше не пришел в себя. Хэтфилд был тяжелее и выше, но Сьюзан работала медсестрой в отделении интенсивной терапии. Она знала анатомию человеческого тела так, как знают ее немногие. Когда приехала полиция, Хэтфилд был мертв. Сьюзан сидела рядом с телом с травмой головы и ссадинами на руках. Первоначально детективы рассматривали ее как подозреваемую. Женщина убила человека голыми руками в собственной спальне. Это требовало объяснений. Но очень быстро картина начала проясняться. При Хэтфилде нашли веревку и скотч. Это был не грабитель, который случайно зашел не в тот дом. Он пришел с конкретной целью и не собирался уходить, оставив Сьюзан живой. Выяснилось, что за несколько недель до нападения он получил деньги. Небольшую сумму, около 25 тысяч долларов наличными. Следователи начали проверять связи Хэтфилда. Источник этих денег вывел детективов на человека, которого Сьюзан знала лучше всех. Майкл Кук узнал о провале в тот же вечер. Хэтфилд не вышел на связь, а новости о смерти неизвестного мужчины в доме на тихой улице Портленда уже появились в местных сводках. Кук не приехал к жене в больницу, не позвонил, не написал. Он исчез. Детективы нашли его через 2 суток. Кук не пытался бежать из штата. Он просто ждал, надеясь, что связь между ним и Хэтфилдом никто не установит. Эта надежда оказалась напрасной. При обыске в машине Кука нашли черновики. Отдельно лежала схема внутренних комнат, нарисованная так, чтобы человек, никогда не бывавший в доме, мог сразу найти спальню. Следователи восстановили схему передачи денег. Записи от руки с адресом дома, описанием распорядка дня Сьюзан и пометками о том, в какое время она возвращается со смены. Кук заплатил Хэтфилду через посредника, своего знакомого, с которым пересекся в баре несколькими месяцами ранее. Сумма в 25 тысяч долларов была передана наличными в 2 этапа. Половина до, половина после. Второй платеж так и не состоялся. На допросе Кук поначалу отрицал все. Он говорил, что понятия не имеет, кто такой Хэтфилд, и что записи в машине просто старые бумаги. Детективы положили перед ним фотографию схемы комнат. Кук замолчал. Мотив следствия установило быстро. Сьюзан подала на развод и требовала раздела имущества. Дом в Портленде, совместные счета, пенсионные накопления — все это в случае развода делилось пополам. Это не было преступлением страсти или вспышкой ярости. Кук планировал убийство жены на протяжении нескольких месяцев. Кук не хотел отдавать половину. Он решил, что убийство обойдется дешевле адвоката. Он нашел исполнителя, договорился об оплате, составил инструкции. Единственное, чего он не учел, что его жена окажется сильнее человека, которого он нанял. Сьюзан узнала о заказчике от детектива. Не от мужа, не из письма, не случайно. Ей просто сообщили факты в кабинете следователя. Она сидела с перевязанной головой и слушала, как офицер зачитывает детали плана, который должен был закончиться ее смертью. По словам детектива, работавшего с ней в те дни, она не плакала и не кричала. Она спросила только одно: когда именно Кук начал это планировать. Ответ был где-то примерно за полгода до нападения. То есть в тот момент, когда она еще считала их брак просто неудачным, Кук уже искал человека, готового ее убить.
судебно-медицинская экспертиза восстановила хронологию схватки с точностью до деталей. Хэтфилд вошел в дом через заднюю дверь, замок, который он вскрыл заранее, предположительно, еще днем, пока Сьюзен была на смене. Он ждал в спальне больше 2 часов. Когда она вошла, он ударил ее молотком сразу. Без предупреждения, без слов. Удар пришелся в правую часть головы. Судмедэксперт зафиксировал рассечение кожи и легкое сотрясение мозга. При другом раскладе этого было бы достаточно, чтобы жертва упала и потеряла способность сопротивляться. Сьюзен не упала. Коллеги Сьюзен по отделению интенсивной терапии позже говорили в интервью, что не удивились. Медсестра в реанимации физически работает с телом человека каждый день. Перекладывает, удерживает, фиксирует пациентов, в том числе агрессивных. За 20 лет такой работы тело привыкает действовать под нагрузкой автоматически, даже когда голова еще не успела осознать происходящее. Сьюзен перехватила руку с молотком. Хэтфилд был тяжелее ее примерно на 15 килограммов, но она прижала его к стене и не дала развернуться. Они упали на пол вместе. Схватка шла в темноте, в узком пространстве между кроватью и стеной, там, где более крупный противник не мог использовать свое преимущество в росте и весе. Сьюзен захватила шею Хэтфилда и сдавила. Она держала захват, пока он не перестал двигаться. Потом еще немного сочтет на случай, если он притворяет. Потом встала, добралась до телефона и позвонила в экстренную службу. Запись этого звонка сохранилась. Голос у нее ровный, она четко называет адрес и говорит: «В доме лежит мужчина. Он мертв, мне нужна помощь». Прибывшие на место офицеры нашли Хэтфилда на полу спальни. Молоток лежал в стороне. Веревка и скотч в кармане его куртки. Сьюзен сидела на краю кровати и держала полотенце у головы. Патологоанатом установил причину смерти — асфиксия в результате сдавливания шеи. Хэтфилду потребовалось несколько минут, чтобы потерять сознание, и еще немного времени после этого. Сьюзен держала захват все это время. Следователи спросили ее, почему она не отпустила его, когда он обмяк. Она ответила, что не была уверена, что он без сознания, а не притворяется. Большинство людей в ситуации нападения теряются. Это физиологическая реакция на внезапный стресс. Тело либо замирает, либо бежит. Сьюзен не сделала ни того, ни другого. Психолог, работавший с ней после инцидента, объяснил это сочетанием 2 факторов. Многолетняя работа в условиях медицинских кризисов выработала у нее способность действовать в стрессе без паники. А физическая подготовка дала тело, способное выдержать удар и продолжить борьбу. Дело о самообороне закрыли быстро. Прокуратура штата Орегон не предъявила Сьюзен никаких обвинений. Большое жюри рассмотрело материалы и подтвердило, она защищала свою жизнь в собственном доме от вооруженного нападавшего с явным намерением убить. Это был законный акт самообороны по всем параметрам. Пока юристы разбирались с ее делом, следователи уже вплотную занимались Майклом Куком. И чем глубже они копали, тем яснее становилось: история с Хэтфилдом была не первой попыткой. Детективы подняли историю брака Сьюзен и Кука с самого начала. Они поженились в 98-м. Первые несколько лет соседи описывали их как обычную пару. Тихую, неприметную. Потом что-то изменилось. Кук стал появляться в баре через дорогу почти каждый вечер. Возвращался поздно. Конфликты в доме стали слышны с улицы. В 2003-м Сьюзен вызывала полицию дважды. Оба раза по факту домашнего насилия. Оба раза забирала заявление. Если бы вам пришлось сразиться с наемным убийцей, как бы вы подготовились? Наверняка вам пригодилась бы подписка на нейросети. Переходите на playprofitch.com. Там собраны все популярные нейросети по одной подписке, а при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токенов. Не упустите шанс. Это стандартная картина для подобных дел. Следователи видели ее сотни раз и не придавали ей особого значения. Но когда в 2006-м они подняли эти старые рапорты, один из офицеров обратил внимание на деталь во 2-м протоколе. Сьюзен тогда упомянула, что Кук говорил, если она уйдет, он найдет способ, чтобы она об этом пожалела. Следователи начали проверять окружение Кука за последние 2 года. Они опросили людей из бара, где он проводил вечера, бывших коллег, соседей. Один из завсегдатаев бара вспомнил разговор примерно годичной давности. Кук в подробностях рассуждал о том, как можно избавиться от человека так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Собеседник решил, что это пьяная болтовня, и не придал значения. Потом всплыл еще один факт. За 8 месяцев до нападения Хэтфилда Сьюзен едва не попала под машину у больницы, где работала. Автомобиль выехал с парковки на высокой скорости прямо на нее. Она успела отскочить. Водитель скрылся. Тогда это записали как инцидент с неустановленным лихачом. После ареста Кука детективы вернулись к этому эпизоду и попытались установить машину по записям камер, но качество видео оказалось недостаточным для идентификации. Доказать причастность Кука к тому инциденту так и не удалось, но хронология говорила сама за себя. Машина у больницы 8 месяцев до нападения. Первый контакт Кука с посредником, через которого он вышел на Хэтфилда, 6 месяцев до нападения. Передача первой части денег за 3 недели. Кук планировал это долго и методично. Он не был человеком импульса. Он был человеком, который взвешивал варианты и выбирал наиболее удобный. Наемный убийца казался ему идеальным решением. Никакой прямой связи, никаких следов, страховка выплачивается, имущество остается. Страховка? Отдельный пункт. Следствие установило, что за 4 месяца до нападения Кук увеличил страховой полис на жизнь Сьюзен. Новая сумма составляла $200 000.
Он сделал это тихо, через агента, с которым работал уже несколько лет. Агент не видел ничего необычного в том, что клиент хочет увеличить покрытие для супруги. 200 тысяч минус 25 тысяч Хэтфилду Кук рассчитывал остаться с домом, счетами и страховой выплатой. Вместо этого он остался под стражей в ожидании суда. На первом заседании по мере пресечения адвокат Кука заявил, что его клиент – законопослушный гражданин без судимости, не представляющий угрозы для общества. Прокурор положил на стол схему комнат дома, список телефонных звонков между Куком и посредником и копию страхового полиса с датой изменения. Суд назначил залог в размере, который Кук не мог выплатить. Он остался за решеткой до начала процесса. Посредника звали Джон Брайант. Следователи вышли на него через телефонные записи Кука. Между ними было 19 звонков за 3 месяца, предшествовавших нападению. До этого периода они не созванивались вообще. После нападения тоже ни одного звонка. Брайант поначалу отрицал знакомство с Хэтфилдом. Детективы показали ему распечатку звонков. Он сменил версию. Сказал, что просто свел двух знакомых, не зная, о чем именно они договорятся. Следователи не поверили. Брайанту предъявили обвинение в соучастии в организации убийств. Именно показания Брайанта на допросе окончательно закрыли вопрос об умысле Кука. Брайант рассказал, что Кук сформулировал задачу однозначно с самого начала. Он хочет, чтобы жена исчезла до завершения бракоразводного процесса. Слово «убить» в разговоре не звучало. Кук использовал обтекаемые формулировки. Но веревка и скотч в кармане Хэтфилда не оставляли сомнений в том, что именно планировал. Следователи проверили биографию Хэтфилда подробно. Эдвард Хэтфилд провел в общей сложности около 12 лет в тюрьмах штата Орегон по нескольким статьям. Кражи, нападения, незаконное проникновение. Последний срок он отбыл в 2001. После освобождения нигде официально не работал, жил на случайные заработки. Криминальные связи сохранил. Брайант познакомился с Хэтфилдом в исправительном учреждении. Они пересекались там в конце 90-х. Когда Кук поставил задачу, Брайант вспомнил про Хэтфилда как про человека, готового на грязную работу за деньги. Он позвонил ему, они встретились, обсудили детали. Хэтфилд запросил 25 тысяч. Кук согласился без торга. Детали передачи денег восстановили по банковским выпискам. Кук снял первую часть суммы наличными в 2 захода, по $6 тысяч с разницей в неделю, чтобы не превышать порог, при котором банк обязан фиксировать транзакции. Это называется структурирование платежей и само по себе является уголовным преступлением. Прокуратура добавила этот пункт к списку обвинений. Хэтфилд получил деньги через Брайанта. Схему комнаты и описание распорядка дня Сьюзан Кук передал лично, распечатанными на бумаге без подписи. На листах остались частичные отпечатки пальцев, совпавшие с отпечатками Кука. К моменту, когда прокуратура собрала полную картину, обвинительное заключение против Кука включало покушение на убийство первой степени, сговор с целью убийства, незаконное структурирование финансовых операций и мошенничество со страховкой. Каждый пункт подкреплялся отдельной цепочкой доказательств. Адвокат Кука попытался выстроить защиту на том, что все улики косвенные. Прямых свидетелей того, как Кук лично давал Хэтфилду инструкции, не было. Прокурор возразил просто: 19 звонков, наличные в 2 траншах, схема дома с отпечатками пальцев и страховой полис, увеличенный за 4 месяца до нападения, это не совпадение, это план. Суд начался в 2007-м, Сьюзан Кунхаузен пришла на каждое заседание. Процесс над Майклом Куком длился 3 недели. Зал был заполнен каждый день. Дело успело стать громким в Портленде еще до начала слушаний. Местные газеты писали о нем с момента ареста, и к моменту суда большинство жителей района уже знали основные факты. Кук сидел за столом защиты в костюме, который явно надели на него впервые за долгое время. Он избегал смотреть в сторону Сьюзан. Она сидела в первом ряду зрительских мест на каждом заседании, прямо не отводя взгляд. Прокурор выстраивал дело методично. Сначала телефонные записи. 19 звонков между Куком и Брайантом, все в течение 3 месяцев. Свидетель из бара подтвердил под присягой разговор о том, как избавиться от человека без следов. Банковский служащий объяснил присяжным механизм структурирования платежей и подтвердил, что именно такую схему использовал Кук при снятии наличных. Потом прокурор перешел к схеме комнат. Криминалист объяснил, как именно были получены частичные отпечатки с листа бумаги и почему они с высокой степенью вероятности принадлежат Куку. Адвокат защиты оспорил формулировку «высокая степень вероятности». Эксперт уточнил: вероятность совпадения с другим человеком составляет менее 1 на миллион. Страховой агент рассказал о поле. Он помнил ту встречу. Кук пришел один, без жены, и попросил увеличить сумму покрытия именно на случай смерти Сьюзан. Агент не нашел в этом ничего подозрительного. Супруги часто обновляют страховки. Теперь, сидя в свидетельском кресле, он выглядел человеком, которому очень неловко. Брайант выступил как свидетель обвинения в обмен на сделку с прокуратурой. Он говорил тихо и не смотрел на Кука. Подтвердил каждую деталь. Кто кому позвонил первым, что именно Кук сказал о жене, как передавались деньги, кто назначил встречу с Хэтфилдом. Адвокат защиты на перекрестном допросе пытался представить его как ненадежного свидетеля с криминальным прошлым, заинтересованного в смягчении
собственного приговора. Брайант согласился с обоими утверждениями и добавил, что это не меняет факт. Сьюзан дала показания на 4-й день процесса. Она описала вечер нападения спокойно и последовательно. От момента, когда открыла входную дверь, до звонка в экстренную службу. Ее не пришлось переспрашивать, она помнила все в деталях. Когда прокурор спросил, испытывала ли она страх во время схватки, она ответила, что не успела. Сначала был удар, потом сам борьба, потом тишина. Адвокат Кука на перекрестном допросе попытался предположить, что Сьюзан могла применить чрезмерную силу. Продолжала удерживать захват дольше, чем требовалось для самозащиты. Сьюзан ответила, что в темноте после удара по голове с незнакомым вооруженным мужчиной на полу у нее не было возможности оценить, достаточно ли он обездвижен. Прокурор на повторном допросе уточнил. Веревка и скотч в кармане Хэтфилда предполагали, что он планировал делать с жертвой после того, как она потеряет сознание. Адвокат защиты возразил против вопроса. Судья возражение отклонил. Присяжные совещались меньше 4 часов. Они вернулись с вердиктом «виновен» по всем пунктам обвинения. Кук не изменился в лице. Сьюзан, по словам журналиста, присутствовавшего в зале, просто кивнула. Приговор Майклу Куку судья огласил в феврале 2007-го. 20 лет лишения свободы без права досрочного освобождения по основному обвинению. Покушение на убийство первой степени с отягчающими обстоятельствами. По совокупности остальных пунктов суд добавил еще несколько лет. Итоговый срок составил 22 года. Адвокат Кука немедленно заявил о намерении подать апелляцию. Апелляционный суд штата Орегон рассмотрел жалобу в 2008 и оставил приговор в силе без изменений. Все доводы защиты о косвенности улик, о ненадежности свидетеля Брайанта, о спорной экспертизе отпечатков суд отклонил последовательно и подробно разобрав каждый пункт. Брайант по условиям сделки с прокуратурой получил 5 лет условно и обязательные общественные работы. Прокуроры оценили его сотрудничество как ключевое для получения обвинительного приговора. Там без его показаний цепочка доказательств имела бы существенные пробелы. Критики сделки указывали, что человек, фактически организовавший найм убийцы, отделался условным сроком. Прокуратура возражала, без Брайанта Кук мог бы вообще избежать осуждения. Страховая компания отказала в выплате по полису. По очевидным причинам. Кук попытался оспорить это решение через адвоката уже из тюрьмы, утверждая, что технически смерть Сьюзан не наступила. Иск был отклонен на стадии предварительного рассмотрения. Судья в своем решении написал, что подобный аргумент является злоупотреблением судебным процессом. Имущество, которое Кук хотел сохранить за собой, ушло на покрытие судебных издержек и адвокатских гонораров. Дом в Портленде был продан в счет долгов. Совместные счета оказались практически пусты. Кук снял большую часть средств в месяцы, предшествовавшие нападению. Этот факт тоже фигурировал в материалах дела как косвенное свидетельство придумки. Сьюзан получила развод в судебном порядке уже после вынесения приговора. Процедура заняла меньше месяца. При таких обстоятельствах суд не видел оснований для затягивания. Из совместно нажитого имущества к тому моменту практически ничего не осталось. Дело получило широкое освещение не только в местной прессе. Несколько национальных изданий написали о нем в контексте статистики домашнего насилия. Случай Сьюзан стал одним из редких примеров, когда жертва не только выжила, но и физически нейтрализовала угрозу. Криминологи указывали, что большинство заказных убийств внутри семьи остаются нераскрытыми именно потому, что исполнитель не оставляет следов и не связан с заказчиком напрямую. В случае с Куком план провалился на самом первом этапе. Исполнитель недооценил жертву. Портлендская полиция использовала это дело в учебных материалах для детективов, работающих с делами о домашнем насилии. Конкретный урок звучал так. Угрозы, высказанные в контексте развода или раздела имущества, требуют документирования и проверки даже тогда, когда пострадавший отказывается от заявления. 2 рапорта 2003 года, которые тогда закрыли без последствий, при другом подходе могли бы стать основанием для более раннего вмешательства. Кук вышел бы на свободу не раньше 2029, если бы до. Он умер в тюрьме в 2015 от сердечной недостаточности. Ему было 63 года. То, что осталось за рамками судебного процесса, выяснилось позже. Из материалов следствия, которые стали доступны после вынесения приговора. Детективы в ходе расследования проверили не только последние месяцы перед нападением, но и всю историю брака Сьюзан и Кука с самого начала. Часть того, что они нашли, в суде не прозвучала, либо как не имеющая прямого отношения к делу, либо как недостаточно доказанная для предъявления присяжным. В 2004 году у Сьюзан диагностировали отравление. Она попала в больницу с симптомами, которые лечащий врач описал как острую желудочно-кишечную интоксикацию неустановленного происхождения. Тогда никто не искал причину. Списали на пищевое отравление. После ареста Кука следователи запросили медицинские записи за последние 3 года. Они нашли этот эпизод и отправили сохранившиеся анализы на повторную экспертизу. Эксперт не смог дать однозначного заключения. Прошло слишком много времени, образцы хранились не в оптимальных условиях. Но в своем отчете он написал, что профиль симптомов и динамика состояния Сьюзан в 2004 были совместимы с отравлением крысиным ядом в небольших дозах. Это заключение так и осталось в папке следственных материалов. Недостаточно весомым для нового обвинения, но достаточно конкретным, чтобы понять. Кук, возможно, начал действовать гораздо раньше, чем
нашел Хэтфилда. Следователи также установили, что в период между двумя вызовами полиции в 2003-м Сьюзан дважды обращалась к врачу с травмами. Один раз с переломом двух ребер, второй раз с гематомой на предплечье. В обоих случаях в медицинской карте стояло со слов пациента «это бытовая травма». Это стандартная запись, когда врач не имеет оснований для официального запроса о насилии, а пациент не дает показаний. Обе травмы относились к периоду, когда Кук жил в доме. Сьюзан никогда публично не комментировала эти эпизоды. В интервью, которое она дала после суда, она говорила только о том, что было доказано и подтверждено. На вопрос журналиста о том, знала ли она, что муж хочет ее убить до того, как это случилось, она ответила коротко. Она знала, что он опасен. Это все, что она сказала. Психолог, работавший с пострадавшими от домашнего насилия и консультировавший следствие по этому делу, дал интервью местному изданию уже после завершения процесса. Он сказал, что случай Кука демонстрирует механизм, который в криминологии называют эскалацией. Насилие в таких браках не остается на одном уровне. Оно нарастает постепенно, каждый следующий шаг кажется исполнителю логичным продолжением предыдущего. От угроз к физическому насилию, от физического насилия к попыткам причинить более серьезный вред. От этого к найму исполнителя. Каждый переход происходит незаметно для окружающих и нередко для самой жертвы. Именно поэтому показания Сьюзан о том, что она знала об опасности, но не могла предположить конкретного плана, не противоречат друг другу. Она жила в ситуации, где угроза была фоновой и постоянной, настолько постоянной, что ее мозг перестал воспринимать ее как чрезвычайную. Это не наивность и не слепота. Это физиологическая адаптация к хроническому стрессу, которую медики фиксируют у большинства жертв длительного домашнего насилия. Самое тяжелое в этом деле не сам факт нападения и не то, что Кук нанял убийцу. Самое тяжелое — промежуток между двумя вызовами полиции в 2003 и сентябрем 2006. 3 года, в течение которых система видела сигналы и не среагировала, врачи фиксировали травмы и не спрашивали, сосед слышал угрозы и не сообщал. Все это время Кук методично готовился. А Сьюзан продолжала ходить на работу, лечить чужих пациентов и возвращаться домой. Сьюзан Кунхаузен вернулась на работу через 6 недель после нападения. Травма головы зажила, ссадины на руках прошли раньше. Коллеги по отделению интенсивной терапии встретили ее аплодисментами. Кто-то повесил в ординаторской распечатанную газетную статью с ее фотографией. Она попросила убрать. Она не давала пресс-конференции и не продавала права на свою историю. Несколько продюсеров обращались к ней с предложениями о телевизионных фильмах. Она отказала всем. Единственное развернутое интервью она дала местной портлендской газете примерно через год после суда. В нем она говорила в основном не о себе, а о том, почему женщины в ситуации домашнего насилия не уходят и почему система реагирует на это недостаточно. Развод был оформлен, дом продан. Сьюзан сняла квартиру в другом районе Портленда и продолжила работать медсестрой. По последним доступным данным, она живет там до сих пор. Тихо, без публичности, так же, как жила до того сентябрьского вечера. Ее дело изучают в нескольких американских юридических школах. Не как курьез и не как историю триумфа, а как пример системного сбоя. 3 года сигналов, которые никто не собрал в единую картину. 2 отозванных заявления, которые закрыли без анализа. Врачи, которые записали «бытовая травма» и не задали следующий вопрос. Страховой агент, который оформил полис и не усмотрел ничего тревожного. Каждый из этих людей действовал в рамках своих инструкций. Вместе они образовали промежуток длиной в 3 года, внутри которого Кук готовил убийство совершенно спокойно. В 2008-м штат Орегон внес изменения в протоколы работы полиции с делами о домашнем насилии. Теперь отозванное заявление не закрывает дело автоматически. Офицер обязан составить отдельный рапорт с оценкой риска и передать его дежурному детективу. Изменение небольшое, процедурное. Но именно такие изменения предотвращают следующие случаи. Эдвард Хэтфилд похоронен на муниципальном кладбище Портленда. На его могиле нет посетителей. Родственники от него отреклись еще при жизни. Майкл Кук умер в тюрьме в 2015-м, не дожив до возможного освобождения 14 лет. Его тело забрала сестра. Вопрос, с которого начинается эта история. Что бы вы сделали, обнаружив в своем доме наемного убийцу, на самом деле не о физической силе и не о самообороне. Он о том, что происходит с человеком после многих лет в ситуации, где угроза стала нормой. Сьюзан не растерялась в ту ночь не потому, что была готова к нападению. Она не растерялась потому, что годы работы в реанимации научили ее действовать в кризисе без паузы на страх. Это случайность, это полезный навык оказался нужен в нужный момент. Большинству людей в похожей ситуации так не везет. Именно поэтому ее дело помнят не как историю о женщине, победившей убийцу. Его помнят как историю о том, как далеко может зайти насилие, если его не остановить в самом начале, когда оно еще выглядит как семейный конфликт, бытовая травма и пьяная болтовня в баре.